В небольшом городке, затерянном среди лесов и холмов, жил мужчина по имени Виктор. Когда-то он был успешным торговцем, но неудачные сделки, азартные игры и долги свели его на дно. Он потерял все – дом, уважение соседей, даже семью. Его жена ушла от него, оставив на попечение дочь юную Анну. Девушка была единственным светом в его жизни, но даже ее любовь не могла спасти его от темной бездны, в которую он падал. Однажды вечером, когда долги стали невыносимыми, к Виктору пришли люди, которым он был должен. Это были не просто кредиторы, это были опасные люди, связанные с преступным миром. Они предложили сделку – прощение всех долгов в обмен на услугу от его дочери. Виктор, дрожа от страха и отчаяния, согласился. Он убедил себя, что это единственный выход, что он сможет все исправить потом, что Анна поймет его. Но в глубине души он знал, что переступил черту, которую нельзя переступать. Ночью Анну забрали. Виктор сидел в пустом доме, сжимая голову руками, пытаясь заглушить голос совести. Он пил, чтобы забыться, но даже алкоголь не мог притупить боль. Утром, когда первые лучи солнца проникли в окно, он услышал стук в дверь. Сердце его бешено заколотилось. Он открыл дверь и увидел то, от чего кровь в его жилах превратилась в лед. На пороге стояла Анна. Но это была не та Анна, которую он знал. Ее глаза, когда-то полные жизни и света, теперь были пустыми, словно в них не осталось ни капли души. Ее платье было порвано, а на руках виднелись синяки. Она молча смотрела на отца, и в ее взгляде читалось нечто большее, чем боль. Это было разочарование, предательство, ненависть. «Папа!» – прошептала она, и ее голос звучал как эхо из другого мира. «Зачем?» Виктор не смог ответить. Он упал на колени, рыдая, умоляя о прощении. Но Анна не сказала больше ни слова. Она прошла мимо него, словно он был пустым местом, и закрылась в своей комнате. С тех пор Виктор больше никогда не видел ее улыбки. Анна стала тенью самой себя, а он пленником собственной вины. Каждую ночь ему снились ее глаза, полные укора, и каждое утро он просыпался с мыслью, что продал самое дорогое, что у него было, ради спасения себя самого. Но спасение так и не наступило. Только тьма, которая поглотила его целиком. И однажды утром, когда солнце снова осветило его дом, Виктор понял, что больше не может жить с этим грузом. Он вышел из дома, чтобы никогда не вернуться. А Анна осталась одна, с раной, которая никогда не заживет. Так закончилась история человека, который продал невинность дочери за долги. Но цена оказалась куда выше, чем он мог представить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.